Доброго времени суток! Сегодня на канале 5 лучших исторических анекдотов про Уинстона Черчилля. Однажды шофер Черчилля сбился с дороги и заехал в незнакомый район. Черчилль спросил прохожего: «Извините, не могли бы вы объяснить, где я нахожусь?» «В автомобиле», — ответил прохожий и пошел дальше. Одна американская киностудия решила снять фильм о Черчилле. Узнав, что актер получит за исполнение его роли огромную сумму денег, Черчилль заметил: «За такие деньги я и сам бы с удовольствием сыграл эту роль». Наблюдая за событиями хрущевской оттепели в Советском Союзе, Черчилль сказал о Хрущеве: «Этот человек хочет перепрыгнуть через пропасть в 2 приема». А когда Советский Союз начал закупку зерна за рубежом, то бывший премьер-министр Великобритании сказал: «Я всегда думал, что умру от старости. Но когда Россия, некогда кормившая всю Европу, сама стала покупать хлеб, то понял, что умру от смеха». В 1943 году Черчилль был с официальным визитом в США и ужинал дома у Рузвельта. Официант спрашивает у него: «Какую часть курицы вы предпочитаете?» «Я бы предпочел грудку», — отвечает Черчилль. Рузвельт насмешливо обратился к Черчиллю: «Уинстон, неужели ваша матушка не научила вас, что мы в Америке не употребляем слово «грудка» или «ножка»? У нас принято говорить «темное мясо» или «белое мясо». Ах да, среди нас же дама. Приношу свои извинения». На следующий день он отправил Элеоноре Рузвельт шикарную орхидею с запиской: «На память о незабываемом вечере прикрепите на ваше белое мясо». Как-то Черчилль долго спорил с Нэнси Астер, представительницей движения за права женщин. Опровергая все доводы своей оппонентки, он вывел ее из себя, и она, не сдержавшись, крикнула: «Будь я вашей женой, я бы налила вам в кофе яд». Черчилль оценивающе посмотрел на Астер и язвительно ответил: «Если бы вы были моей женой, то я бы выпил этот кофе». Если вы знаете другие анекдоты про Уинстона Черчилля, напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!